responsibility to take care of people in our У нас families. есть ответственность заботиться о людях в наших семьях. And I think we who are in ministry find out that our children are often, you could say, a commentary on our ministries. И часто дети могут быть рассмотрены как оценка нашего служения. Sometimes that evaluation doesn't come for many years. Иногда эта оценка не складывается в течение многих лет, Until after the children are grown up. до момента, пока дети выросли. And they can look back on their experience with adult minds. И они могут переоценить свой опыт со взгляда с позиции взрослого человека. Sometimes the nice illustrations that a pastor gives about his little boy become contradicted by the way the boy turns out later. Иногда милая иллюстрация, которая представляет пастырь, рассказывая о своем маленьком мальчике, становится противоречивой, когда ребенок вырастает. And sometimes it's kind of sad that what a person says from the pulpit isn't something that actually happens in his own family. Иногда очень грустно видеть, как то, что человек говорит из-за кафедры, не соответствует тому, что потом в реальности происходит в его семье. Or that what we say in public is not the same thing as what happens in private. Или то, что мы говорим публично, не соответствует тому, что происходит в нашем личном пространстве. And sometimes a child that is rebellious can destroy the credibility of a father. И иногда ребенок, который бунтует, может разрушать доверие и разрушать мнение о своем отце. Because sometimes the father is neglected to take care of the child. Иногда это возникает именно в результате того, что отец пренебрегает необходимостью заботиться о ребенке должным образом. Now, we don't expect anyone to be perfect. Мы не ожидаем, что кто-либо будет идеальным. And that includes fathers and pastors. И это также включает отцов и пастырей. If we wait for perfect people to come along, the pulpits will be empty. Если мы будем ждать, пока возникнут идеальные люди, то никого не увидим за кафедрой в церквях. And pastors are subject to temptations like everyone else. И пастыри тоже переживают искушения, как и все остальные люди. And they have the demands of trying to convince people that the gospel is true. И у них есть требования перед ними, которое заключается в том, чтобы стараться убедить людей в истинности Евангелия. And helping people to stay true and loyal to Jesus. В их стремлении убеждать людей оставаться истинными, правдивыми и лояльными к Иисусу. And sometimes that illustration is just so beautiful. И иногда иллюстрации настолько прекрасны. That story about our child. И эта история о ребенке. Is so powerful that it's very tempting for us to use it. Они настолько мощны по своей сути, что у нас такое большое искушение использовать их. So here's what I would suggest for pastors И вот что я бы предложил who пастырям, may be listening to this, возможно, которые, возможно, слушают or это. for all of us, just to give us some sympathy and understanding for what a pastor's family might be going through. И также для нас, для всех, для того, чтобы понимать, через что проходит семья пастырей. So the first thing I would suggest for Первое, us что to я бы do, предложил, if we're going to thinking about using this story as an illustration, когда мы обдумываем использование этих историй в качестве иллюстрации, to ask our child if it's okay to use it. спросить у ребенка, согласен ли ребенок, чтобы пастырь использовал эти примеры. Often a little child can have something to do with how much publicity they get. И даже маленький ребенок может уже иметь представление о том, насколько, к какой публичности он стремится, к какой публичности он готов. And maybe we should think about if we tell something without permission. И нам нужно подумать о том, что если мы делимся чем-то, не имея на то согласия, That it's something like plagiarism. что это похоже на плагиат. Если мы делимся историями других людей, не получая на то согласия от этих людей, то это похоже на плагиат. So you wouldn't steal someone else's sermon. Вы не будете воровать чужую проповедь. So we wouldn't want to steal from our children either. И также мы не хотим ничего воровать у своих детей. And then the third thing I would suggest for И pastors третье, что я бы предложил для пастырей, is that respect our child's decision. уважать решения своих детей. And if they say no,
Если они говорят нет, then we don't do it. тогда нам нужно этого не делать. And of course, and if I don't know if it's good for my child, Если я не знаю, хорошо ли это для моего ребенка, then probably hold back мне, возможно, стоит просто воздержаться and leave that little detail about our child's development a secret. и оставить эту маленькую историю, маленькую деталь о развитии моего ребенка в тайне. Yeah, no, maybe even for a long time we keep it secret. И, может быть, даже очень длительное время держать это тайным, оставлять это тайным. You know that I'm a preacher, right? Вы знаете, что я проповедник. And I usually have more to say than I have time to say it anyway. И у меня часто есть больше того, что я хочу сказать, чем времени на то, чтобы говорить. So those illustrations, perhaps maybe I could fill the time И я могу чувствовать время. without using all those illustrations. Я могу заполнить время без использования всех этих иллюстраций. Let's see. And then the number 5, another suggestion. И еще одно предложение, пятое предложение. We might want to reflect on the idea that, in a way, our children are kind of like mini celebrities in our church. Нам нужно учитывать и обдумывать тот факт, что наши дети часто являются мини-знаменитостями в наших церквях. It's not necessarily a bad thing. It's just Это не всегда что-то плохое, the way their life is. это просто то, какова их жизнь. But in a way, parents are sort of like the agents, the talent agents for our children. В некотором роде родители являются агентом по развитию талантов в детях. Have you ever heard how difficult it is to grow up in Hollywood? Слышали ли вы о том, насколько тяжело расти в Голливуде? You've heard a lot about, maybe you've heard about some of the tabloids and other things that talk about the lives of movie stars. Возможно, вы читали таблоиды, слышали о том, как складывается жизнь у звезд кино. And sometimes the very messy family situations they have. Часто там очень сложные, запутанные семейные ситуации. If we understand that, then maybe we'll be careful about how we handle our children's lives too. Если мы понимаем это может нам помочь быть более бережными в том, как мы относимся к жизням наших детей. And then recognizing that our children's first impressions of God is going to be tied to us. Им важно признавать, что первое представление детей о Боге будет связано с нами. We have to keep in mind what are our children going to remember about this time in 20 years. Нам очень важно учитывать, что же наши дети запомнят об этом времени через 20 лет. How they remember it in 20 years is going to depend a lot on how I say it now. И то, как они будут вспоминать то, что происходило через 20 лет, во многом будет зависеть от того, как я буду об этом говорить сейчас. So I have to consider that when I'm preparing what I'm going to say. И мне нужно это учитывать, когда я готовлюсь к тому, что я буду что-то говорить. And so what we're doing in a sense is we're building a protective wall around our children. We're putting a boundary around И them. что мы делаем? Мы, по сути, выстраиваем защитную стену вокруг наших детей. Мы выстраиваем границы. We're telling them it's okay to say no to things. Мы показываем им, что нормально говорить «нет» на что-то, нормально от чего-то отказываться. And that they have things that really belong to them that we're not going to take away. И у них есть то, что воистину принадлежит им, и у них это не заберут. Maybe this will help our children to say no to other people who are going to exploit them. Возможно, это поможет нашим детям в свое время сказать «нет» другим людям, которые могут попытаться их эксплуатировать. We're showing our children that we respect them. Мы показываем нашим детям, что мы их уважаем. And that they should want other people to respect them И что too. им нужно ожидать и стремиться к тому, чтобы другие люди тоже относились к ним с уважением. And we're trying to help them feel safe and feel secure. И мы стараемся помочь им почувствовать себя в безопасности. And that's one of the things we need in order to believe and trust in other people and trust in God. Это то, что нам необходимо для того, чтобы верить и доверять другим людям и верить Богу. We need to feel safe. Нам нужно чувствовать себя в безопасности. And we're also teaching them how to keep themselves safe too. И мы также обучаем их тому, как заботиться о своей безопасности. Let me say that I think even the fact that Frank publishes these details about his life. И даже тот факт, что Фрэнк уже опубликовал книгу, и в ней описаны эти детали его жизни. Kind of reflects in his life that maybe he doesn't have the same kind of
respect for his family either. Отражает, что в его жизни у него нету подобного рода уважения по отношению к своей семье See, со своей стороны. that he's telling the family secrets too. Ведь он тоже рассказывает о семейных секретах. But maybe he learned from other people who likewise didn't respect the family Но, secrets. возможно, он научился этому именно у других людей в его семье, которые тоже не уважали, или от других людей, которые не уважали семейные секреты. Or maybe these people didn't understand very much about how to raise children. Возможно, у этих людей не было достаточного представления о том, как воспитывать детей. And that maybe these children didn't decide that they were going to be missionaries. И, возможно, эти дети не решили, что не принимали решение, что они будут миссионерами. But they got drafted into being missionaries. Но они оказались в ситуации, когда их семьи были семьями миссионеров.